А что за элемент этой игры, что американцы приехали к Лукашенко, очередной они объявили обмен политзаключенными на послабление санкций? А в чем тогда Это смысл играет вообще этих Лукашенко. санкций, которые сейчас на данном этапе, ну, Америка же ослабляет? Нет, смотрите, это отдельно, это уже третья линия, это отдельная игра господина Лукашенко, которому очень важно быть тоже. Ну, мы с вами говорили, что господин Лукашенко очень похож на господина Трампа, они в этом плане очень хорошо понимают друг друга, и вот господину Лукашенко искренне нравятся запонки, кепочки, вот эти все вещи, которые он дарит, вот эти членства. Ну, он же побежал. Вот, правда, сейчас пришлось отпетлять, а так хотелось в этот Совет мира, а так он уже почти туда забежал. Ну, то есть ему нужно подчеркивать свою значимость, да, то есть поэтому это все, вот это, вот здесь как раз ваша медийная история, ваша медийная чуйка очень хорошо эту историю чувствует. Это медийная история, которую разыгрывает господин Лукашенко. Американцы пытаются пользоваться его слабостью, как они думают, для давления на Россию. В реальности никакого ресурса давления на Россию со стороны Лукашенко нет, но это вот такая медиа-игра, которая происходит на, соответственно, северном, ну, к северу от Украины. Эта медиа-игра, она не российская, это вот личные инициативы вот батьки, он искренне думает, что через эти, соответственно, статусы он там незалежность свою версию приобретет и свою версию видности приобретет. Ну, оно не получится, но оно пока России не мешает, пока с ее точки зрения от этого негативных последствий нет, поэтому она в каком-то смысле смотрит на это спустя рукава. Очень интересно, что если Зеленского дожмут, а судя по всему, по состоянию на момент нашего разговора сейчас, по тем новостям, которые идут, дожмут, потому что ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива, она уже опрокинула ценники на энергоресурсы, это все видят и понимают, то в Европе появятся свои еврошейхи, потому что качать нефть придется со стороны Российской Федерации. Но Путин говорит, а мы уйдем. С одной стороны, Ну, говорит, мы мы уйдем. уйдем, а с другой стороны, говорит, да, ну, пожалуйста, контракты по старым ценам, давайте. Возможности только нет. И вот сейчас ищут возможность. Не-не-не, там нет. Там, Александр, там была история не про старые цены. Позиция Путина — долгосрочные надежные партнеры. Европейцы не являются надежными долгосрочными партнерами. Вообще, это, заметьте, это отдельно меня очень, простите, веселит. И вообще европейская риторика, даже так называемых оппозиционеров, нам нужна назад дешевая российская... Кто вам сказал, что она будет дешевой? Кто вам вообще сказал, что она дешевой будет? С чего она дешевой должна быть? Россия будет поставлять нефть по своим ценам, со своим премиумом, ничего, все, не будет в Европе ничего дешевого. Это вообще, похороните уже эту старушку, перестаньте ее бить. Все, поезд ушел. Не будет там промышленности, не будет там стандартов жизни, не будет там. Не все, кончилось. Сама своими руками сделала. И российская позиция... Поймите, в нынешних условиях спрос на российскую нефть, он как бы вот на Востоке будут готовы спокойно платить этот премиум и все, что нужно будет сделать. Вообще сама та установка, что вот сейчас мы, знаете, с барского плеча, так и быть, соизволим вам, русским, продавать к нам снова ваши энергоносители по дешевым ценам, она, конечно, стоит на вот этом Барелевском саде, это поразительная какая-то хуцпа. Поэтому Путин, поймите, я это говорю в других эфирах, у Путина византийская манера общения. Он дипломат старой школы, это имеет негативные последствия, что его, кроме него и, возможно, еще пары-тройки аналитиков в мире, уже мало кто понимает. И не говорю о том, что это там ваш покорный слуга, есть и другие, скажем так, тоже люди, тот же Меркурий из Дуранда, но вот у него, по сути, вот эта позиция, это вот как бы так сказать «нет», чтобы не сказать «нет», и очень деликатно послать на 3 буквы, но не послать на 3 буквы. Вот когда вы говорите европейским лидерам только, по сути, только отсоединив экономику от политики, мы восстановим вам поставки этих энергоносителей. То есть это значит, что Европа должна отказаться от всей программы милитаризации, поменять все стратегические планы на войну с Россией, отказаться... А то же, понимаете, эти разговоры о том, что мы сейчас будем российскую нефть качать, происходят параллельно, а еще мы Балтийское море закроем. Вот они вот сейчас в Европе хотят одновременно закрыть Балтийское море и так и быть с барского плеча разрешить получать российскую нефть. Нет, так не будет. Российская нефть пойдет в обмен на политические изменения в Европе качественного порядка, которые невозможны. Украину примут в Европу, что ли? Нет.
Зачем Украину в Как Европу приз. примут? Но это Зачем? же видите, как рассматривают, как приз. Мы у Нет, вас там... России не нужна Украина в Европе. Не будет никакой Украины в Европе. Успокойтесь. Почему? Не против же был Путин. Сам об этом говорил. Был давно. Время, много воды утекло, ситуация изменилась. Европа была экономическим блоком, сейчас это военный блок. Все очень просто. Россия против НАТО не потому, что оно надо, а потому что это военный блок. Российское условие не меняется. То, что останется от Украины, должно быть нейтральным и демилитаризованным. На настоящий момент Европейский Союз не является нейтральным блоком. Все. Но тогда мы не удовлетворяем как раз-таки вот эту старушку Европу, которую хватит бить и давайте хоронить. Еще раз, Ушаков все сказал относительно старушки Европы. Все. Европа говорит, мы денежку не платим. хочу повторить. Смотрите, мы денежку платим. Мы тоже хотим быть на переговорах. Это вот заявил кто там недавно. Было заявление. Хотите. Дальше что, Александр? Все. Кончился. Можете хотеть дальше. Мы не мешаем вам хотеть. Зеленский подарил планшет Карлу Третьему. Как оцениваете этот жест с точки зрения... Война продолжается. Ну, то есть, что это значит? Это планшет, на котором, как он говорит, можно в прямом эфире выиграть увлекательную компьютерную игру «Убивай русских». Да. Война продолжается. Трамп планшет не принял. Ну, у него не до этого было, видимо. Трамп в этот момент внимание было отвлечено на... Ему сейчас есть чем заняться. Он разговаривает с президентами, которые об этом не в курсе, с американскими. Ну, у него переговоры постоянные, видимо, в своей голове. Ну, занят человек, поэтому... Да, он только что вот говорит, к нему приехала премьер-министр Японии, он говорит, общается с прессой, говорит, мы открываем Ормузский пролив из вежливости, нам нефть оттуда не идет, мы вообще ни при чем, мы просто хотим... Он очень такой, я обиделся, да, так это да, не очень-то сильно и хотелось, да. Нет, это, если смотреть просто выступление Трампа за последние 3 недели, сейчас на эту тему очень американские комики, конечно, снимают там сотни, ну, еще миллионы просмотров, ну, просто в течение там 3 дней исключающие высказывания, то есть Трамп спорит с Трампом, то есть это война, это не война, это сколько это война, это операция, это не операция, это иранский народ или это не иранский народ, это пролив или это не пролив, нам нужна помощь, нет, мы обиделись, что нет, нам не нужна помощь, мы сильнейшая армия мира, это никто не может, на следующий день мы очень обиделись, что нам никто не помог, это вот просто поразительно, вот. В общем, человеку не до планшета. То есть, давайте так, из медиа-истории, да, то, что вы чувствуете, разумеется, на фоне Ормузского пролива Украина уходит в тень. Это может быть лично неприятно господину Зеленскому, неприятно тем медийщикам, которые с этого кормятся, но на остановку войны это не сыграет роли. Может ли ситуация внутри Украины спроецировать перемены в руководстве страны, ну и, соответственно, остановку войны? Что я имею в виду? Сейчас идет политический кризис. Вот эти депутаты, на которых там, ну, хоть ходят, все плюют. Ну, подумаешь, там депутаты, одни под уголовками, другие вообще не пойми кто, третьи пытаются убежать, их держат. Они не шибко рьяно голосуют за все то, что надо. Целая миссия МВФ приехала ровно для того, чтобы их вразумить и поговорить с этими депутатами. А Зеленский говорит, не хочешь голосовать, шуруй на фронт. Типа новых наберем. Потом это исправляли, это некрасиво прозвучало, но тем не менее. Ситуация внутри, наверное, вот что должно побудить к каким-то отчаянным переменам. И по этому случаю тут же Медведев написал очень интересный пост. Говорит, Гитлер не мог быть участником переговоров, потому что он был Гитлер. И именно поэтому акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали глава немецкого военного командования Кейтель, да, Штуб и адмирал Фидебург. Любой здравый российский политик, как любой русский человек, понимает, что как только он подаст руку этой особи, это он про Зеленского, он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом. Почему пишу сейчас об этом? Чтобы развеять иллюзия всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта с этой,
ну, он говорит тварью, да, ну, это ж его, кстати, в пока еще не закрытом Телеграме его публикация. Да, ну смотрите, по господину Зеленскому это просто нам очередное подтверждение пришло, что вот каждый раз, когда переговоры будут к чему-то приближаться, найдется новое невыполнимое условие, которое, соответственно, скажем так, отложат их реализацию. Потому что, разумеется, представьте себя на место господина Зеленского после всех этих... Я еще раз повторю, вы можете хотеть, чтобы он ушел в мир иной, там много людей может хотеть, чтобы он ушел в мир иной. Он лично очень не хочет, чтобы он ушел в мир иной, поэтому он будет делать, соответственно, все и жертвовать всем остальным для того, чтобы он туда не ушел. То есть в каком-то смысле это лишь хорошо повышает управляемость господина Зеленского со стороны тех кураторов, которые реально могут гарантировать временное продолжение его жизни, а это только те, кто оплачивают войну, да, то есть в мире он мертв, он это очень хорошо чувствует. Вернусь к вашему первоначальному вопросу, могут ли в Украине произойти перемены в высшем руководстве, которые приведут там к остановке войны? Мой ответ на первый вопрос – да, на второй вопрос – нет. То есть может ли произойти смена, там, попытка внутреннего переворота Зеленского на Буданова или там Зеленского на Залужного или еще на кого-то? Это может быть, это вполне может произойти. Маловероятно, допустим, тем не менее, возможность не нулевая. Но мое утверждение, что любой, кто придет на место Зеленского, не будет в состоянии подписывать капитуляцию. Еще раз мы упираемся в ту историю. Да, то есть, почему? Смотрите, пост Медведева, да, то есть еще раз, что с Гитлером капитуляцию мы не могли подписывать, мы подписывали капитуляцию, и там в списке 3 немецких фамилий. Тут два ингредиента: Гитлер и капитуляция. То есть первый, повторюсь, может смениться Зеленский, то есть Гитлер не на Гитлера, Зеленский не на Зеленского, и с ним можно будет это подписать, но предмет подписания не изменится с перемирия на мир. Почему это невозможно? Ну, потому что, простите, я не лох. Вы себе представляете Буданова, Залужного, Зеленского, себе в голову стреляющуюся? То есть вы опять предполагаете, за каким-то украинским националистом, который тут... А других политиков сейчас в Украине нет. Даже все ваши собеседники из оппозиции такие же украинские националисты, которые говорят о том, мы европейцы, русский мир параша, вообще мы не... Вот это вся вот это весь классический дискурс, и вообще мы ничего с ними общего не хотим, мы будем строить своего стального дикообраза, как Израиль. Заметьте, даже так называемые продвинутые украинские политики, оппозиционные, они что говорят? Украина должна занять нейтральную позицию и стать Израилем. Ну вот, смотря на Иран, как вы думаете, вам очень хочется Израиля в соседа иметь? Вот поэтому. А это, я повторюсь, предел украинского мечтания, нейтральный вооруженный дикообраз типа Израиля. Еще раз. На данный момент, а всех тех политиков, которые бы прямо сказали то, что отечество наше общее русское, земля наша земля общая русская, вера наша общая православная, вот таких политиков физически в Украине нет. К сожалению, те, кто были, либо умерли, либо были убиты. Вот и все. Получается, ну смотрите, от вашей уверенности, что внутри Украины никто не будет способен подписать мир, веет, с одной стороны, безысходностью, с другой стороны, Павел, ну так могут на Западе дать приказ поставить человека, который все, что надо, подпишет. Все, что надо Западу. Ну, тут смотрите, да. То есть вы хотите сказать, что Запад должен отказаться от Украины как прокси геодрона по сдерживанию России. Зачем Западу это делать? Они этот геодрон выращивали 100 лет. Смотрите на разработки ЦРУ, вот с которой вы с Семеном Ураловым разбираете, там прям сразу после Второй мировой войны начали этот геодрон выращивать. Еще раз, условия России не перемирие. Поймите, если бы целью этих переговоров было перемирие, 100 раз оно можно было бы достигнуть. Целью является мир, новая мирная архитектура, хотя бы на какую-то обозрительную перспективу. Поэтому Запад не может отдать... Ну, то есть, да, Запад может тоже включить, конечно, с вашей точки зрения, режим самопожертвования и добровольно отказаться, отступить шаг назад. Он, простите, этим весь свой статус обнулит. То есть, еще раз, европейский политик не может признать на данный момент свое поражение. Да? То есть то, что вы говорите, чтобы отдать Украине такой приказ, который удовлетворил бы Россию, надо свое поражение признать. А, простите, дураков нет. Ну, мы же только что описали состояние, например, той же Британии и тех же монархий. Вот смотрите, монархии Персидского залива лютуют сейчас, ну, пишет пресса. Так нет, не лютуют, ничего не поняли. Ровно идеальный пример, идеальная параллель. Буквально вчера катарский монарх, что он сказал? Мы будем укреплять сотрудничество с Израилем.
То есть мы будем укреплять то, что привело к тому, что по нам сейчас летят дроны. Сегодня выступление Совета там всех этих арабских государств с осуждением кого? Правильно, Ирана за то, что, дескать, он бомбит мусульманских соседей. Тот факт, что с вашей территории бомбится Иран, вами игнорируется. То есть никто ничего там как раз не понял, война продолжается. То есть пока Иран не нанесет критический урон, то есть пока там реально жизнь будет не вмоготу, ни о каких просветлениях, пока там, простите, улица не восстанет, там же в чем конфликт в арабских странах, что улица-то там глубоко антиизраильская, антиамериканская. Да. Да? Вот. То есть пока, простите, эти шииты Кувейта свой Майдан не устроят, или вот что-то подобное, да, там, то ни о каких переменах речи быть не может. Вам в чате сейчас, извините, посмотрел, накидают, за мой комментарий про ПВО сбили там самолет, символично получилось. Когда я говорю, что Иран воюет практически без ПВО, это значит, что самолеты США и Израиля в целом каждый день господствуют в иранском небе. При этом это не отменяет того факта, что там иногда несут они какую-то потерю. Нет, я даже не обращаю внимания, потому что там и вот эти дроны модные, которые, тоже ведь сбивают, да. Вот эти, которые тяжелые, там всякие ударные, Хермесы, разведывательные, да. Их сбивают периодически, там несколько сообщений было с обломками верифицированных. То есть ПВО там какой-то есть. Тут как бы не нужно от этого... Но есть, я говорю, когда нет ПВО, так, какое-то ПВО всегда будет. Простите, на крайняк у вас будут эти переносные, эти всякие там стингеры и не прочее. Но я говорю отсутствие ПВО как то, что может защитить инфраструктурные объекты, да, то есть, условно, реально защитить в массе свои инфраструктурные объекты. Вот пример Украины показывает, что, кстати, это очень важный момент, почему никто не учится на чужих ошибках. Простите, это был автоп, но он важный. Война, это важно, в чем проблема-то Трампа? Война не выигрывается воздушной компанией. То есть Россия, если бы война выигрывалась воздушной компанией за 4 года, тот урон ракетными ударами, который понесла Украина, должен был бы привести к ее, простите говоря, смене, скажем так, позиции. Но не приводит, потому что в реальности война выигрывается сапогом солдата, да? Вот этим пехотным сапогом солдата. А здесь, как вы уже понимаете, как вы знаете, проблема в том, что у США пока еще нет желания, это может быть есть, с возможностями сложные, риски слишком большие влезать в сухопутную операцию. А так мы переходим в сценарий вот этой бесконечной бомбежки, и на этом фоне у Ирана устойчивость, наверное, больше. То есть, ему терять меньше. Он своими дронами действительно весь залив и ракетами может разнести и Израиль. Но возвращаясь к вашему тезису, то есть вы говорите, вот пример монархии залива и вот наших европейских монархов. Идеальный пример. Вот когда монархии залива начнут осуждать Израиль и начнут требовать вывода американских баз, вот тогда, возможно, мы будем говорить о каких-то переговорах. Вот когда европейские монархии начнут осуждать США, требовать вывода американских баз, осуждать режим Зеленского и требовать украинского нейтралитета и демилитаризации, вот тогда моя оценка вероятности успешных переговоров изменится. Но мы на пути к этому, потому что европейские монархии противостоят Трампу. Это прям жесткая заруба. К этому разговору. Противостоят Трампу, никто ему перед ним колено никто не преклоняет. Не преклоняет, но это внутривидовая борьба. Они с ним противостоят, потому что, с их точки зрения, он плохо, так сказать, реализует гегемонию Запада, как я вижу. Вот примерно так. Павел. Да. Банально кончиться украинцы могут? Могут. Но не скоро. Не знаю. То есть, короткий ответ, не знаю. Вот здесь ответ с папочками. То есть, это те самые страшные, реальные, они нарисованные таблицы Excel-овские Генштаба, мобилизационный ресурс, реальные потери, доля восстановления, возврат мобилизации, плюс с поправкой на современный характер боя, который, позволяет там часто, условно, 100 человеком удерживать, там, я не знаю, 10 километров фронта, что пораньше было бы невозможно. То есть, процесс тот же, но со всеми этими поправками, которые мы не знаем. Но опять, единственное, почему мы судим публично, отловка рабов, отловка боевых холопов только усиливается, значит, проблемы есть. То есть, проблемы есть. Но пока эти проблемы не такие, чтобы фронт был пустым. То есть, вот когда эти проблемы станут такими, что физически некому будет сидеть в первой линии, тогда, возможно, что-то изменится. Есть один из депутатов Российской Федерации, Российской Думы, я думаю, вы тоже, может, попадалось вам это видео, где он там у блогеров дает интервью о том, что терминаторов отправили в Украину.
Послушайте, но ведь это же совершенно абсолютно новый, мы сейчас на пороге вот этого нового качества войны. Поле боя более реальное. То есть это не просто полигоны секретные, которые где-то там что-то. Это реальная боевая задача, реальные боевые вещи. Этих двух гуманоидного типа роботов объявили на всю Ивановскую, раструбили, что мы передали. Понятно, что это делается, зачем и почему. Это коммерческий проект, за этим будущее. Кое у кого акции выросли. Ну да, то есть тут это все исключительно ради пиара, ради денег, но с другой стороны, мы помним, ну вы помните свой первый мобильный телефон, ну с вашей жизни. Нет, я понимаю ваш аргумент, то есть, но это будущее, смотрите, давайте так, я не думаю, что эта технология достигнет своей реализации до конца этой войны. То есть войны России, войны, скажем так, на территории Украины между Россией и коллективным тоже коалицией, скажем так, натовской. Но в будущем, да, это будет, мы пойдем по пути андроидизации, драйнизации, и тогда тем более на первый период, на первый план выйдут вот те вот самые старые добрые когнитивные духовные вопросы, о которых мы говорили. Но при этом не стоит очаровываться. Роботы войну сами по себе не выиграют, потому что в конце концов на любого вашего робота потом просто будет прилетать то самое ядерное оружие, в крайнем случае, которое будет это все дело обнулять. Но это интересная технология, я с вами согласен. Хоть само видео, конечно, я его видел, это какая-то стыд и позор, но над ним уже кто только не посмеялся, не будем пинать эту больную лошадь. Но сам тренд, за ним наблюдать стоит, я думаю, мы будем за ним наблюдать, я думаю, мы увидим в нем в будущем, где-то в 30-е годы, в передовых странах развития этой технологии, но сейчас, повторюсь, это пиарная история, характер поля боя она не меняет. Не меняет. Многие задают вопрос, и я вам тоже его хочу задать, и потом перейти к вопросам людей, о том, а что делать, ну, условно, после войны людям, которые были в ТЦК, и их семьям, людям, которые там не вернулись с войны, и вообще как разруливать вот эту историю с ужасным противостоянием изнутри и ну, тем, куда загнала фактически украинская власть, вот общество украинское. Ну, на мой взгляд, никак. Ну вот смотрите, то есть и для меня очень серьезный показатель был, когда всякие мемчики рисовали по поводу Телеграма и Макса в России. И там вот это вот тоже использовался как бус, ну как художественный символ, что типа пользователя запихивают в бус под брендом Мах, да, насильно, да, вот таким образом. То есть бусики вот эти стали символом какого-то насилия. Как переживет, ну, скажем так, как эпоха переживет вот это явление, бусификация? Не, ну как, откат в 17 век, ну, два варианта. Ну, на территории Дикого поля будет просто зона беззакония, и, да, так или иначе, работа с этой новой шляхтой будет по Шевченковской дротнице. Гонту можете почитать. Вот там примерно у Шевченко хорошо описано, как происходит решение этого вопроса, да. Единственный позитивный вариант был бы через общее покаяние. То есть, ну, то есть, если бы, условно, те силы приняли, ну, может быть, на основе крови подвига, в том числе малой части, но очень заметной части митрополитов Украинской церкви, таких как Арсений, такие как Феодосий, такие как Лука, вот, они могли бы, возможно, открыть народу путь к духовному покаянию, преображению, но это невозможно именно без перемены ума, без отказа от идола собственной травмы, без отказа от идола собственной жертвы, без отказа от идола «на нас напали, мы же правы, мы же там это, да как такое может быть?» Ведь что же сейчас произойдет? Проигрывая война, родит ресентимент. Это родит еще больше гнева, родит еще больше боли, родит еще больше террора, родит еще больше хаоса. И пока то же самое нет готовности вот менять ум, то есть, еще раз напоминаю, покаяние — это про перемену ума. То есть изменение ума, изменение образа мысли. Вот пока этого нет, единственная причинно-следственный путь остается очень трагичный. То есть все будут сводить счеты со всеми. У вас нет ни одной рациональной причины родственнику, скажем так, убитого отца или брата, которого, ну,
похитили с улицы, и потом он умер или просто забили насмерть ТЦК, простите, не расстрелять этих ТЦКшников из автомата. Ни к чему не призываю, но вы не можете объяснить ему, по закону нельзя. Да, то есть, смешно в Украине к этому апеллировать. Единственная причина, почему он может от этого отказаться, это, сверхрационально. Это там покаяние у одного священника, приход к общей чаше, там не знаю, совместное искупление в рамках работы на кладбище и так далее и тому подобное. То есть, такого рода феномены. А почему не стало, вот смотрите, это тоже очень интересная мысль, а почему армия не стала вот этим двигателем справедливости? Армия имеется в виду действующая, имеется в виду воинская честь, воинские какие-то, не знаю, офицерская честь. Потому что украинская армия с самого начала, украинская теоретиков независимости, строится на двухконтурной модели. У вас есть первая модель «Гидные рыцари». Вот опять-таки читаем Донцова, Бандеру и прочих, которые надлюдины, сверхлюди. Это все вот эти веселые модные люди с барбершопами и с приветствиями солнышку и с нашивками с орликом, да, таким очень характерным. Что вам прямо говорить? Все ядро этой армии, простите, глубоко то самое нацифицированное. Там вся нацистская эстетика является полностью приемлемой и оправданной. И так называемое, то, что называлось в 17 веке казачья лава, или вот такая боевая масса этих боевых холопов, которых за людей никто не считают, бывшие посланные свинопасы и гречкосеи, их в 17 веке отправляли под польские пушки и пищали, чтоб поляки порох потратили. Вот реальные факты. Метод казачьей войны. Отправим быдло на порох, а мы потом уже ходно с сабельками на них поскачем. Вот ничего не изменилось. Да, подведем итоги нашего вопроса, друзья. Значит, они такие. Считаете ли вы себя патриотом своей страны? Варианта «да» или «нет», просто разница, где вы, внутри своей страны или снаружи. 10% «да», я за пределами, но я патриот своей страны. 15% «нет, я не считаю патриотом своей страны, я за пределами». 20% «я нахожусь внутри, но не считаю себя патриотом». И 55% «да, я считаю себя патриотом, я внутри своей страны». Спасибо большое, очень интересный срез аудитории. Но вы, когда комментировали начало, в начале, Павел, этот опрос, вы сфокусировались на вопросе страны, государства, отечества привнесли. А точка сидения внутри и за рубежом. Я, простите, вижу прямые параллели между, опять-таки, не идеологические, они не одинаковые. Я имею в виду параллельные линии как конструкт. Условно, уехавшие из России, бежавшие, бежавшие из Украины, оставшиеся в России, но имеющие другую точку зрения, и оставшиеся в Украине, но имеющие другую точку зрения. То есть, и вот вопрос про патриотизма от места сидения, как бы вы прокомментировали, опираясь на вот эти результаты. Смотри, я объясню. С моей философской точки зрения, конечно, если мы находимся в том языке, который я предложил в начале, точка зрения сидения, она не... Скажем так, она может влиять, но она влиять не обязана. Например, с моей точки зрения, условно, господин Деникин, господин Стравинский, да, то есть которые, так сказать, поменяли свою точку сидения и находились в больших, в том числе, скажем так, конфликтах с российским государством, советским государством, оставались патриотами русского отечества, которого на определенном этапе выражением было то самое советское государство, и поэтому, например, в ходе Второй мировой войны, как вы знаете, Деникин отказался от сотрудничества, Стравинский собирал фонд поддержки Советского Союза и так далее и тому подобное. То есть то, что бывает. Истории разные, да, то есть у всех есть свои личные трагедии. Кто-то что-то где-то когда-то сделал и не может. То есть мы все пожинаем свои плоды своих поступков личные, то есть которые ограничивают возможности нашего пути в настоящем. В России, например, очень важный этап — надо жить долго. Да, то есть в России, например, очень важно иметь большое терпение и не спешить с выводами, да, и смотря на, скажем так, свои разногласия с государством в моменте или разногласия государства с тобой в моменте, не ожесточаться против своего отечества. Поэтому эта история мне понятна. С Украиной же, повторюсь, мне кажется, трагедия другая. Реальная трагедия людей, которые покинули Украину, заключается в том, что, конечно, украинское государство, оно стоит на пустоте. Нет украинского
украинского отечества. Вот это мое глубокое убеждение. Есть вот эту лояльность земле, повторюсь, есть лояльность вере, есть лояльность культуре, есть лояльность языку для массы своей, но очень многие из этих людей, которым они вот этой лояльностью обладали, они землю покинули еще с 2014 года в массе своей, потому что, ну, физическая тоже самая опасность истребления. Потом просто эта модель расширилась для остальных, и, по сути, в чем возник конфликт? Вот это новая так называемая украинская держава, она же, да, по сути, украинское государство, оно в себе подменяет это, создает новый идол этого, новую религиозную секту вот этой украинскости, и все те, кто в нее не вписываются, оказываются в ловушке. Но это очень сложно понять. И последнее, что я бы стал делать, точно, знаете, вот осуждать людей. То есть я точно не буду ругать человека за его... Ну, то, что ругать, а даже осуждать человека за его личные выборы, ну, в мере всех сил, способностей, представлений о мире, которых его были. То, что вызывает сожаление, знаете, это вот для нас свои личные там трагедии, обиды, травмы в культ возводить, да, то есть, условно, и вот это нужно очень четко понимать, причинно-следственную связь. А так, причины бегства очень разные. Кто-то бежит от войны, кто-то бежит от мира, кто-то бежит от самого себя, кто-то бежит от своего прошлого. Все очень по-разному. Все очень по-разному. Да, интересно, есть над чем задуматься. Друзья, напишите, ну просто я почему, да, опять привязываясь к информационной вот этой всей истории, в Украине сейчас же как говорят, а тем, кто уехал, давать голосовать, возможность не давать. А если ты ухилянт, голосовать можешь или не можешь? А если ты там раньше уехал, а если позже? А если ты там уехал и женщина? А если ты уехал или не мужчина? А если ты мужчиной стал в эти 5 лет? Да, ну, то есть 18 тебе стукнуло, ты уже взрослый человек, или там 21. Ну, то есть, понимаете, то есть начинается вот это вот копошение, разбор. У меня на самом деле, вот почему вот я кручусь с вами вокруг этого темы патриотизма, и с одной стороны, и с другой. Да, я понимаю. Потому что тут ведь очень важный момент, понимаете? Как получается у россиян, что там условно и какой-нибудь бурят, и какой-нибудь там, я не знаю, лезгин, и какой-нибудь дагестанец, и какой-нибудь там, я не знаю, из Святки, да, и откуда он все равно русский. Ну, то есть есть общее, есть он русский, а украинец из Харьковской области не такой, а оттуда не эдакий, а тут ты ухилянт, а тут ты еще кто-то, а тут ты коллаборант, а тут ты... Меня поразило сегодня, ну, мы с вами обсуждали периодически, помните, такая Марьяна Безуглая есть, депутат, ну, очень такая специфическая. Оказывается, у нее госизмена. Расследование идет, все дела, понимаете? А тут, наоборот, идет саморазрушение изнутри, то есть выталкивание, выпихивание вчера кланявшихся украинскую мову размовлявших, понимаете, щирых патриотов, разрывавших на груди вышиванку, объявляют госизменником, понимаете? Ну, это мы с вами обсуждали еще давно. У вас впервые, по-моему, я сказал, что вот это, как это, украинская, конечно, ну, секта украинскости, она же гностическая, поэтому в ней в конце должен остаться только один. Каждый раз отсекая, так сказать. Ну, то есть, когда расправились со всеми ватниками, надо, значит, будет расправляться внутри себя, что мы сейчас и наблюдаем. Будут выяснять, кто больший патриот. Да. Или у кого только правильное понимание патриотизма. А комментарий я хочу дать все-таки важный, смысловой, потому что вы тут сливаете... соединяете несколько тем, которые на самом деле стоит разделить. Может быть, потом сделаем эфир. Вот вы упомянули, кому голосовать. Это вообще большой вопрос, действительно, кому голосовать, за что голосовать, где голосовать. Все это зависит от того, где мы голосуем, вообще какое устройство власти в Отечестве, где она принадлежит и где она реально там, скажем так, находится. Я, например, к спойлеру, вы сами знаете, я-то, в принципе, исхожу из позиции, то, что голосование является не правом, а ответственностью, да, и, по сути говоря, голосование, способность влиять на политические решения является привилегией. Поэтому серьезный, мне нормально, да, скажем так, система в государстве, когда, допустим, политическое право дается только в случае принятия политической ответственности. Мы же с вами это много раз обсуждали, что одна из главных разводок, что у тебя как бы есть право голосовать, но которое все равно ни на что не влияет, но про свои ответственности ты не помнишь. А так я очень много людей, допустим, вот если так представиться, допустим, в обмен на свою
освобождения от воинской обязанности отказаться от права голосовать. Вот удивитесь, например, в рамках этого мысленного эксперимента, сколько людей в России и в Украине, например, официально да не нужна нам ваша эта демократия, Да. особенно среди мужского пола. Да. Ну, и среди женского тоже. То есть голосование только, например, после службы в армии. Это очень часто в политеологической, теоретической, фантастической литературе рассматривается. То есть не все, что это произносится, является глупым. Но это все зависит от того, а какие у нас вообще представления о мире, о целях, о задачах государства, как оно вообще устроено, как вообще у нас отношение права, ответственности, власти. Вот это весь большой сложный разговор. В условиях нынешней Украины, конечно, все, что вы описали, это там чистые политтехнологические манипуляции, чтобы было удобней рисовать. Но вообще, мне кажется, важный, серьезный разговор, который пока еще не начался, по-хорошему итогом этой войны должно стать вообще свой политический язык и свое понимание политического устройства, потому что очевидно, что вот эта демократическая разводка, все вот эти сказки о демократии, и вот это все, это они, собственно, и стали одним фундаментальных топливов всей этой войны. Вот эта установка, в которых воспитывали людей, ну, то что, поколениями, что у меня есть права, и государство мне, и государство, и отечество мне должно по дефолту, это очень большое заблуждение, которое рождает очень большую зону манипуляций. Ну, то есть это, наверное, такая зарубка на следующие эфиры. Я просто для себя Да, замечу. обязательно, друзья, подписывайтесь и следите за нашими эфирами с Павлом. Все соцсети Павла в описании к этому видео. Также переходим к вашим вопросам. Их предостаточно, и спасибо большое, что их оставляете. Начнем с клуба зрителей. Уважаемый Павел Александрович, нет ли у вас впечатления, что политический истеблишмент США, хоть и имеет еще форму в виде привычных демократов и респов, но по сути уже представлен условно двухпартийной системой в виде произраильского и промусульманского лобби? Ну, это перебор, прямо скажу, перебор. Опять-таки, ну, я по ходу эфира отвечал у вас то, что вот реальная роль израильского лобби, она не стоит его преувеличивать. Оно тотальное в конкретном вопросе Израиля и политики на Ближнем Востоке, но по всем остальным вопросам, честно говоря, евреям тоже абсолютно равнобедренно, как там в Америке, допустим, есть аборты, нет абортов, или есть какая-то Medicaid, нет Medicaid. Это, честно говоря, Израиль вообще не волнует в их понимании, да, поэтому нужно эти вопросы разделять. Другое дело, то, что вся вот эта демократическая республиканская структура, да, она внешне, скажем так, уже явно не отвечает нынешнему этапу. Возможно, мы находимся на американской перезагрузке очередного этапа, но что меня смущает? Понимаете, в американской истории было много раз попытки все-таки вернуть американскую политику на американский континент, да, то есть так называемые вот эти третьи партии. Ни разу им не удалось зацепиться в американской истории. Но сейчас мы видим на публичном дискурсе и среди демократов, и среди республиканцев больше имен, таких как вот, ну, перечислили Такер, Олсен, и другие, это, наверное, известные, других вам мало что скажут, которые, по сути, пытаются вот продвигать эту тему, надо вот, ну, американского изоляционизма, ну, развивать традицию Бьюкенена, кому известно. Ну, пока посмотрим, что будет к 28 году. Пока, честно говоря, я думаю, как бы сколько бы люди не плевались на вот этих демократов и республиканцев, а партии пока останутся. Это, к сожалению, устройство американской системы, там просто практически невозможно появиться третьей силе. Ну, это же страна юристов еще, надо четко понимать. Да. Там не дадут так просто это сделать. Нет, вы зря. Нет, на самом деле, здесь очень важно. Количество партий. Тут есть и коммунистические партии, и зеленые партии, и либертарианские партии. Но просто избирательная система так устроена, что они не могут получить голоса. Так, сообщество YouTube, Алекс спрашивает. Уважаемый Павел, помогите решить философскую проблему. Как появляются великие государственные лидеры? Формируется ли сначала общество, а потом из его рядов выходят великие? Или же сначала появляется великий, а потом, который формирует общество? И второй вопрос. Как во времена постмодерна отличить подлинного лидера от фальшивого? Ну, на второй вопрос ответить проще. У кого слова с делами не расходятся? Кто за слова отвечает? Да. Очень простой критерий. По нему очень мало кто к чему соответствует. Это вот, да.
Ну, вот как есть. А на первый вопрос я являюсь сторонником, что это результат синергии или сотрудничества. То есть это подобно тому, смотрите, вот в Ветхом Завете книга «Исход», приход Моисея. Там как написано? И, краткая история, в общем, сидит еврейский народ в Египте, страдает, много мучается и молится Богу, и вот рано или поздно, там фраза вопль их дошел до Господа, дошел до неба, и презрел Господь на них». И после вот этого, то есть подается некий посыл, то есть оно какое-то вызревание происходит, да, то есть оно синергетически поднимается наверх, и потом свыше спускается уже конкретное воплощение этого запроса там, в виде Моисея какой-то истории. Вот примерно так я вижу появление великих людей. То есть оно сначала вызревает, а потом происходит таинственный синергетический акт, и приходит личность. Так, следующий вопрос. В 30-е годы в СССР народ молча уныло брел на Колыму. В 43-м поляки молча и уныло ехали в теплушках в Освенцим. А в 26-м украинцы молча Не уныло поляки, а евреи. терпят ТЦК и замерзают в многоэтажках. Почему это происходит и как вырваться из этой петли, спрашивает Александр. Ну, первое, конечно, смешали в кучу кони-люди. Это очень разные все-таки были феномены. Система просто биологического уничтожения, ну, как в Освенциме, система, как вам объяснить, ну, в общем, вышедшая из-под контроля пеницитарная система, если мы говорим о Колыме, все-таки хоть какой-никакой соблюдением этих всех законных, подзаконных и прочих этих актов, просто вышедшая, потерявшая берега с огромными, ну и с установкой на массовое применение. И третий период, да, политическая, нет, это было, и третий, это современная Украина, по сути, узаконенная работорговля и полный беспредел. Это все разные просто истории, хотя они обладают общей связью. Но важно было прокомментировать, чтобы на одну доску не ставить. А общее между ними одно, к сожалению, понимаете, тут два варианта. Либо то самое вооруженное сопротивление со всеми издержками, которое тоже не гарантирует особых успехов. Ну, например, Варшавское гетто восстало. Помните? Не знаю, знаете вы, не знаете, было восстание в Варшавском гетто, которое, кстати, не было поддержано поляками. Это было до знаменитого польского восстания. И вот когда восстало Варшавское гетто, польское подполье сидело и молча наблюдало, как, собственно, немцы гасят это несчастное гетто. То есть там по итогам этого восстания там очень, погибло несколько сотен немцев, а, по сути, все гетто было вырезано. То есть это не гарантирует успеха. То есть, по сути, как устроена наша психика здесь в вопросе? Мы рассчитываем, что, исполняя приказ, да, мы выигрываем, по крайней мере, время, да, а там, глядишь, за это время хоть что-то и переменится. Ну и вот на этом, соответственно, эта структура и держится. И математически, наверное, это очень сложно сказать. Это надо проводить большое исследование, насколько, допустим, стратегия сопротивления является всегда оправданной с точки зрения, скажем так, просто группы населения. Вы можете удивиться. Там в разных ситуациях очень разные результаты. В Древнем Риме было такое выражение, пишет Ким, настоящий римлянин. Это римлян, который действует в интересах государства, почитает богов, не прогибается под врагов Рима. Какие Павел может назвать качества человека, чтобы он мог сказать про него настоящий русский? Заранее спасибо. Мне кажется, первое из Лермонтова, да, то есть это вот если смотреть про отношения государства и отечества, то это вот, помните, из Бородино, как это полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом, дожали его сражен Булатом, он спит в земле сырой. Вот что-то вот из этой области, то есть это способность к служению. Русский человек все-таки, когда он, по мере взросления осознает необходимость и способность к служению, но при этом он воспринимает эту способность к служению не как рабство, очень важно, а как именно смирение. То есть русский человек служит как смиряющийся царь, а не как покорный раб. Вот это очень часто про русского человека не понимают. Это наследие православной культуры, то, что наследие веры во Христа воскреса, то есть приоритет вот этого
правды, правдоискательства, конечно, да, вот это вот даже у вас осталось у господина Багрова, в чем сила, сила в правде, вот это однозначно русское качество, но вот это царское начало, то есть на самом деле вот тот термин, которым я могу сказать, назвать сегодняшнюю свою политическую, идеальную политическую позицию, на мой взгляд, она отражает очень много русского мироощущений, это анархический монархист. Звучит как противоречие, а вот для русского человека оно вполне самоочевидно. То есть это анархический, потому что то есть бесконечная ценность на самом деле в глубине каждой личности, то есть вот это царское начало каждой личности, но при этом монархист, потому что именно как цари, они вот логика самодержавия, нужно вынесение всего политического контура, как исторического креста, смирение перед вот этой властью, потому что иначе, анархия разрушает саму себя. И вот в этом странном танце напряжения, которое иногда удается, иногда нет, и живет русский человек, продолжая искать правды на этой земле. Сложный человек, не самый простой, ничего не могу сказать, очень парадоксальный. Да, да. Значит, интересно ваше мнение. Вот сейчас пишет пользователь, в Грузии хоронят, в общем, проходит прощание с новоприставленным католикосом, и количество пришедших попрощаться Пряхом, да. исчисляется сотнями тысяч. Когда придет время почить российскому или украинскому предстоятелям, будет такое же количество или меньше, или больше? И вообще, это количество пришедших является маркером служения Богу, церкви и пастве? В общем смысле мы не знаем. Многие святые умерли, вообще мы их имен не знаем, неведением, да, то есть у Бога они все известны, поэтому отвечать на вопрос, сколько придет, точно не могу. А если мы говорим про грузинского патриарха, то вот конкретно в этой истории вот эта людская река, конечно, является знаком той роли, которую он сыграл для Грузии. Во многом именно благодаря ему Грузия смогла не упасть вот в эту, окончательно не упасть в украинскую ловушку, которую, скажем так, ее подбивали активно. Именно благодаря патриарху вся эта радужное безумие было остановлено в Грузии. Именно он же стал ни много ни мало крестным отцом 50 тысяч детей. Да, то есть каждый третий ребенок, рожденный в Грузии, он становился его крестным отцом. И роль вообще патриарха в том, что сейчас Грузия каким-то образом имеет шансы пропетлять в этом огромном пожаре и на духовном уровне, и на политическом, ее нельзя никак не преуменьшить. И то, что мы видим, это вот, наверное, знак не божественного, а людского замечания вот этой его роли. Я молчу то, что он был еще, автор церковной музыки, и в целом, патриарх очень уважительный, конечно, грузинская. Сейчас в Грузии будет сложно найти того же, можно только помолиться, чтобы Святой Дух послал им достойного преемника. Да, спасибо большое, что помните наши разговоры и следите за ним. Вот Анна пишет, Павел, вспоминаю наш с вами разговор, вспоминает зрительница, и тогда Павел сказал, что по золотым визам, чтобы люди ехали массово в США, надо, чтобы Евразия пылала от войн. А так вот посмотришь сейчас, что происходит, все так и происходит от дня. Вполне возможно, что кто-то на этом дополнительный гешефт сделает, типа принцев. Но тут же проблема, понимаете? Капиталы ж надо еще перевести. И тут как это, вплата за вход, там, для условного шейха же. Это же сейчас очень интересно с этим заливом. Помните, сколько народу повыводило деньги в Дубаи? А теперь как-то выводить сложно. Да? То есть вот это все очень сложно. То есть все сейчас вот это будут пытаться еще торговать иллюзией, что вот у нас безопасно, но реально, кстати, безопасно будет прежде очень далеко. Вот для всей вот этой эпштейновской элиты, конечно, там они отвели себе заповедник, и это даже не США, это Австралия с Новой Зеландией, это они вот туда собрались, как я понимаю, основной переезд. А вот монархам залива постричь, то есть сначала, как я понимаю, будет несколько этапов. Сначала монархи залива постригут всех, так сказать, вот тех, кто вложился в Дубай, а потом уже, когда окончательно шииты придут забирать свое, будут стричь монархов залива туда, куда они будут бежать. Я примерно так это вижу. Угу. Да, действительно. Тут интересуются в чате про 30-летние войны. Когда же... Да. Начинается, когда заканчивается, уточняют у вас этот период. О, господи, это у нас это так прям адекватно. Давайте так, активная фаза началась где-то, наверное, уже в 2004 году. Так вот прям в нашем регионе, вот если смотреть, в нашем регионе. То есть, наверное, где-то к 34-му закончится. 34-му, ага.
Ну, говорю, если брать по нашему региону. То есть, понимаете, это же, оно же, как бы они же будут накладываться, да, то есть там будет какой-то пик для всех, но я думаю, ну, то есть я думаю, мы где-то на половине. Нет, мы уже больше половины прошли, я думаю, если серьезно. То есть, потому что, ну, сами посмотрите, вот если просто смотреть на наше вот это пространство, как раз расширение НАТО было в 2004 году, Майдан был в 2004 году, по сути, открытое начало, 2008 первые такие проявления, потом 2014, ну, с 22-го идет активная фаза, поэтому имеем надежду, что, глядишь, к 34-му оно как-то переродится у нас. Вопрос Павлу. 3 искусственно созданные государства США, Израиль, Украина мутят воду во всем мире, бросая вызов тысячелетним цивилизациям. Если угомонить эту троицу, мир настанет? Нет. Потому что мир не может настать до тех пор, пока люди молятся разным богам и не имеют возможности доверять друг другу, пока мы грешны. То есть пророк Исаия четко сказал: нет мира нечестивым. Да, то есть пока мы тут все святыми не стали, мира не настанет для всех. Потому что, условно, даже если убрать эти, во-первых, этих искусственных государств гораздо больше. Смотрите на Африку, смотрите на тот же Ближний Восток, там, да, на многие европейские страны тоже. Можете, в общем, смотреть длинно по списку, сильно больше список. Вот. И даже если предположить, что не будет этих 3 стран, у вас там Индия начнет рубиться с Пакистаном, Китай с Индией, Япония с Китаем и прочее, прочее, прочее. То есть иллюзия кантианского вечного мира, она иллюзия. Давайте я вопроса 3 объединю, потому что очень похоже. Значит, первый вопрос из чата. Почему в СССР религия и церковь были не в почете, а люди и общество были добрее, жили дружнее, чем сейчас, когда церквей попов выше крыши и религии людям голову бьют нон-стопом? Такой этот вопрос. Просто они очень перекликаются. Например, вас спрашивают: скажите, пожалуйста, если православие такая всеобъединяющая и всепредсказавшая религия, то почему не лидирует по количеству верующих даже среди христиан, да? И, ну, в общем, вот в таком духе. Из Одессы, из Одессы тоже похожий вопрос, да. Ну, ответ на второй гораздо просто. Это истина, это не конкурс популярности. Поэтому, условно говоря, вам нужна же свобода воли, чтобы выбрать. Вообще, ну, скажем так, самый популярный контент на YouTube, вообще самый популярный контент в интернете порнографический. Поэтому измерять истину количеством подписчиков вообще не имеет смысла. Более того, как раз православие является, как любая истина, одновременно элитарной и открытой. То есть она требует от человека очень много. Она требует, чтобы человек очень сильно менялся изнутри. Она требует очень того, чтобы человек ее принял, воплотил, осознал. Поэтому это очень часто в истории вообще, если мы сочетаем, допустим, Ветхий Завет, то там классическая же история периода пророка Илии, что сколько там в Иерусалиме 600 тысяч мужей, а только 5 тысяч человек не, скажем так, не впали в ложь. Да? То есть вот это как раз абсолютно нормальное явление. А про СССР, почему в СССР религию преследовали? Ну, потому что там был конкурирующий культ, там была другая религия под названием коммунизм, и, соответственно, коммунизм гасил своих конкурентов. Это было религиозное, скажем так, движение, и он не мог его потерпеть. А насколько люди были добрее, дружнее и прочее, это, понимаете, это утверждение открытое, то есть допускаю то, что в вашем опыте было так. У меня есть свидетельство, где было было по-другому и по-разному, поэтому здесь я не рискну это проводить единую следственную связь. Единственный мой аргумент такой же вопрос, что если же все было так хорошо, замечательно, и все так было подружнее, как же все эти добрые, дружные люди за румынскую стенку и жвачку свою страну, собственно, согласились, чтобы она распалась, да? То есть это такой риторический вопрос. И как так получилось, то, что именно вся советская элита, начиная с 70-х годов, дружно начала проект демонтажа, собственно, Советского Союза. Ну, это так, вам вопросы про размышления. А третий был комментарий, что сейчас пичкают. Я не вижу, что пичкают. Я как раз много общаюсь со священниками. Простите, основной контент и в интернете, и на государственных СМИ как был порнографический западным в широком смысле, так и остался. Они иногда местами идет попытки в какую-то симуляцию, но на практике не особо сильно находим, как были в модернистской вот этой парадигме, так и остались. Единственное, что на фоне войны, то, что мне рассказывают, допустим, и то, что я вижу сам, молодого поколения, то есть в числе молодежи, причем именно мужского пола, в церквях стало сильно больше, и в этом есть какое-то промыслительное начало, как мне кажется.
Интересно. Значит, из Одессы вопрос для вас тоже в эту копилку, и его закроем, нашу сегодняшнюю сессию вопросов и ответов. Друзья, пожалуйста, подписывайтесь на Павла Щелина, он с какой-то периодичностью практикует подобное. Ну, как это? Практики у него на канале проходят. То есть вопросы, ответы. Это всегда очень приятно, это всегда здорово, поэтому переходите в телеграм-каналы тоже. В общем, спасибо большое, что становитесь ближе к нам непосредственно, да, и на другие ресурсы подписывайтесь. Не проверьте, подписаны ли на этот, где сейчас смотрите наше видео. Значит, из Одессы Павел. Вас очень уважаю, Василий пишет. Религиозные проповеди, патриотизм. Вы любите свою родину, Россию, несмотря на то, что живете в Америке. Это видно. Ну и, конечно, вас интересно слушать. Вопрос. Скажите, пожалуйста, а не опасно там, за большой лужей, продвигать вот такие нарративы, а именно русофильство, миссионерство нашей православной веры? И если не опасно в Америке иметь такую публичную позицию, то получается, что за океаном все-таки со свободой слова таки все в порядке. По-одесски спрашивает Василий. Спасибо, мира и добра. Смотрите, отлично, Василий, первый момент. У меня положение очень интересное. За океаном меня, честно говоря, мало кто знает. Поэтому я настолько мелкая вошь за океаном, что меня как бы и нет. Вот если бы я был уровня там Карлсона Такера или вот, ну, скажем так, если бы я был хоть сколько заметной величиной для местной западной аудитории, то, наверное, на ваш вопрос я бы мог бы ответить по-другому. Но поскольку я реально настолько мелкая, скажем так, насекомое, я, скажем так, прохожу под радаром этих систем, им как бы искренне не знают о моем существовании. Насчет проповеди православия. За океаном ведется много проповеди православия, но на самом деле отношение к ней такое пограничное, настороженное, и вообще, я бы сказал, прилетает часто. То есть там тут очень тонкий баланс, и многие, скажем так, проповедники православия, некоторые из них самые популярные, маргинализируются, а, скажем так, давление со стороны уже, если мы говорим официальных секретных органов, на, скажем так, церковных иерархов не сильно меньше. Ну, то есть они пытаются, но какие-то, надо признать, да, пока еще какие-то церковные свободы соблюдаются, хотя, повторюсь, просто феномен масштаба, да, все-таки православие в Америке быстро растущее, но пока очень небольшое, скажем так, относительно небольшое религиозное объединение. Тем не менее, если вы будете читать отношение к православию из-за океана на основе официальных документов, всяких там Рэндов, Heritage и прочих доктринальных вещей, они прямо говорят, что русская православная церковь, идеи Катехона, идеи русского мира, вообще русское православие — это главная стратегическая угроза для них, потому что именно это обеспечивает стратегическую устойчивость России, ее культурного кода, и это не дает им привести Россию к цивилизационному миру, так что как Бог даст. А что там еще было про меня? Ну нет, вроде вот все. Да, все. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели этот эфир. Павел, я, как всегда, благодарен за время и мысли. Вам спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся. До свидания.